Привет, мои хорошие! Я потихоньку начинаю приходить в себя и решила записать видео о том, как беженцы приезжают в Краков, куда им идти, какую помощь они могут получить, где получить еду, где вообще спросить, задать вопросы на вокзале. Поэтому это видео такого характера. Думаю, оно будет полезно и всем беженцам, и не беженцам будет интересно посмотреть, как Краков помогает и как помогают поляки. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и отправляйте это видео беженцам или в группы, где беженцы могут его посмотреть, которые едут в Краков. Значит, во-первых, я нахожусь сейчас на главном дворце, на вокзале Кракова. Здесь организован инфопункт для беженцев, вот там в здании. Краковский вокзал – это одновременно и автовокзал, и торговый центр. На платформе 4 находится инфопункт. Сейчас мы с вами его пойдем посмотрим. Значит, смотрите, вы приходите на вокзал. Это как бы нижний этаж вокзала, наверху уже приезжают поезда. И вот есть перроны, то есть платформы. Например, второй перрон, вот дальше третий. Нам нужен четвертый перрон, и от него подойти направо. Вы не заблудитесь, смотрите, здесь уже очень много людей, очень много беженцев из Украины, поэтому сориентируйтесь, если что, по толпе. Ну, а также можно у кого-то подойти и спросить. Вот мы подошли к четвертому перрону, смотрите, и нам нужно направо. Здесь находится инфопункт для беженцев. Вот он. И там много волонтеров, можно задать им вопросы, интересующие вас. Вот, посмотрите, какая большая очередь в инфопункт. Когда мы приходили с Дашей в первый раз, ее не было, но уже больше 1 миллиона приехало беженцев. Ого, слушайте, я в шоке. Также тут есть стойка, смотрите, для людей, которые путешествуют на поездах. Поезда сейчас бесплатные для украинцев, тут можно получить информацию. А также, вот смотрите, номера горячей линии в Малопольсце. Малопольсце – это воеводство, по-нашему область, в которой находится Краков. В Польше никто не остается брошен. Вот смотрите, просто в очереди раздают помощь, бутерброды, перекусы, сэндвичи тому, кто в этом нуждается. Также здесь, смотрите, организовали, вот, например, тройники, можно просто подойти, подзарядить свой телефон. Люди, кто-то на полу, кто-то в очереди, очень большое количество беженцев. Конечно, еще несколько дней назад здесь не было так много людей, поэтому мы взяли информационную брошюру, и сейчас я вам все расскажу. Значит, смотрите, вот такой вот листочек нам дали большой, информационный. Я его сфотографирую и прикреплю ссылку на него, чтобы вы могли посмотреть. Здесь все, и помощь, и горячие номера, и где можно в Кракове получить еду, какие-то вещи, помощь. Все здесь есть, даже про, вот, например, животных есть информация. Я все это оставлю, вы здесь можете получить всю информацию, а также оставлю там ссылки на какие-то главные ресурсы, которые здесь указаны. Я думала, что людей будет меньше, и мой вопрос заключался в том, что вот Даша, она въехала по биометрии в Польшу 25 февраля, и она не оформляла беженца, так как у нее есть биометрия. И на данный момент мы не понимаем, как сделать так, чтобы она могла здесь легально оставаться дольше 90 дней без виза. В принципе, на всех сайтах, я так понимаю, пока написано, что вы можете не переживать, можете оставаться, но я, если честно, не понимаю, либо еще нет какого-то законодательства, которое бы это регулировало, либо как. Поэтому, если вы обладаете какой-то информацией по этому поводу, дайте мне, пожалуйста, знать. Я пока не буду звонить на горячие линии, чтобы их не нагружать. Уверена, что есть люди, которым нужна помощь больше, чем нам. Ну, а если так и не смогу найти ответ, то, конечно же, буду звонить. Но если вы что-то знаете по этому поводу, пожалуйста, сообщите мне, напишите в комментариях. Также я этот листик выложу и в Инстаграме в историях, поэтому можете переходить, подписываться. Там я тоже публикую важные моменты о жизни в Кракове, как пользоваться общественным транспортом, например, какие-то такие основные вещи, которыми могут интересоваться люди, которые только приехали. Что еще можно получить в инфопункте, кроме информации? Это такое вот скирование, вы сейчас его видите, на побыт в Кракове, месяц за акватерование. Это мэр Кракова вот ввел совсем недавно. Это такая штука, благодаря которой можно бесплатно, например, пользоваться общественным транспортом в Кракове. Также на вокзале, в площади, вот она находится за мной, вот смотрите, вот там вот галерея Краковская, вот тут старое здание вокзала, и вот смотрите, построили такие вот туалеты есть и палатки, для того, чтобы люди, беженцы, которые приезжают, тоже там можно покушать, там можно согреться, там есть какие-то койки, где можно прилечь. Раньше это все тоже находилось на вокзале в маленьком помещении, но места там мало, людей приезжает очень много, поэтому построили вот буквально вчера такие вот временные здания.
Кстати, в Кракове уже очень много людей, уже очень много беженцев. Здесь большая проблема с жильем, большая проблема с помощью. Поэтому, если у вас есть возможность ехать куда-то дальше, в какие-то, может быть, маленькие городки, в какие-то другие города, возможно, на север Польши, в Гданьск, в те края, то едьте туда. Краков такой ближайший крупный город, Варшава, Краков, границы, и здесь очень много беженцев. Поэтому с этим наблюдается очень большая проблема. Волонтеры всех призывают, если есть возможность, ехать дальше. Если вы все-таки решите не оставаться в Кракове и ехать дальше, я оставляю, во-первых, ссылочку на пост из Инстаграма, где опубликованы, вот сейчас на экране вы видите, номера горячей линии для беженцев в других крупных городах Польши. Также нужно помнить в Польше соблюдать правила, как я уже говорила, и, например, правила дорожного движения, потому что разная информация поступает. Например, подписчица мне на днях писала, что видела машину на украинских номерах на месте парковки для инвалидов у супермаркета. Так делать в Польше нельзя, за это вы получите штраф. Также здесь другие ограничения скорости, за это все тоже высокие штрафы. Я также оставляю пост, где вы можете ознакомиться с правилами основными дорожного движения и суммами штрафов. Наверняка многие из вас ищут работу, ищут жилье, сайты, где можно найти жилье, платное, бесплатное, разнообразное. Я сделала публикацию у себя в телеграм-канале, там много ссылок, оставляю также ссылочку внизу, переходите, там я все подпишу. И где искать работу, я также оставляю пост чужой, ссылочку на него в Инстаграме, там собраны все основные сайты, где в Кракове можно найти работу. Переходите, смотрите, ищите. Ну и пишите в комментариях, если вам нужна какая-то помощь, если у вас есть какие-то вопросы, я по возможности, другие подписчики, мы постараемся на все ответить и всем помочь, дать какую-то информацию, насколько это возможно. В том листике, который я вам показывала, можно подробно посмотреть, где можно какую помощь получить, но также, например, можно получить бесплатную неотложную медицинскую помощь в частных клиниках «Люксмед», если есть такая необходимость, а государственные клиники, государственное страхование вообще бесплатно для всех беженцев. Там, конечно, наверняка есть проблемы с очередями. Я видела сообщение, что, в общем, больница переполнена, очень много беженцев, даже полякам. Иногда отказывают полякам в пользу беженцев, потому что очень много людей в больнице не справляются, но, тем не менее, эта возможность есть. Как я уже сказала, здесь есть пункты, где можно получить, например, бесплатную еду. Один из них – это вот городской стадион на улице Владислава Реймонта. С 12 в будние дни там можно получить еду, продукты, средства гигиены, одежду и постель. А сейчас мы туда поедем и покажем вам, как это все организовано и что там можно получить. А вот смотрите, на городском стадионе с этой бумагой тут организована раздача для беженцев одежды, например, разного постельного белья, детской одежды, взрослой и продуктов. Вот вам нужно подойти с задней стороны этого стадиона, встать в очередь, и вы можете получить помощь как беженец. И вот смотрите, можно брать разнообразную одежду, например, коляски, сиденья, автокресла для тех людей, у которых есть детки. И очень-очень много различной одежды, то есть можно выбирать, что вам нужно. Вот и теплые курточки какие-то, и даже одеяла, если нужны, например. Очень много всего. Шок-контент. Вот привезли яблоки, и почему-то люди решили, что их можно набирать прям оттуда. Мы в очереди начали спрашивать у людей, разрешили ли им так набирать продукты. Они сказали, что да, им разрешили, но через 2 минуты подошел волонтер и сказал, что люди, не нужно так брать, всем хватит, мы всем все раздадим, становитесь в очередь, все получите. Друзья, я призываю всех помнить, что вы находитесь в Польше, и не заниматься такой ерундой. Это просто позор для всех украинцев, если вы себя так ведете. Мы в Европе, мы в Польше, здесь есть порядки, здесь всем всего хватит, здесь нет никакого блата, нет никаких взяток, здесь всем дается всего поровну, поэтому не надо заниматься таким грабежом, просто какими-то беспорядками. На стадион мы пришли в целом, чтобы, конечно, вам показать, может быть, взять какие-то вещи для Даши, что-нибудь хотя бы, потому что она приехала без работы, без зарплаты, без денег. Но тоже, посмотрите, очень много людей, их намного больше, чем когда мы приходили в первый день, и здесь не было вообще никого. И мы подумали, что мы не доедаем никакой последний кусок хлеба, поэтому, наверное, этим людям нужнее, и решили не стоять очередь. И я вам вообще хотела показать, что там выдают такие бумаги,
в которых список продуктов и вещей, которые там есть в наличии, и нужно отметить от 1 до 4. Ну, когда мы подходили, так было, вам дадут эти продукты. При этом там, когда мы приходили с Дашей, она отметила буквально несколько позиций по одному, а ей дали очень много продуктов, ну, как бы нагрузили нас очень сильно, что мы эту сумку еле не донесли, хотя нам нужно было там всего лишь несколько позиций. Я вам хотела это показать, но ради этого мы не будем стоять очередь. Но вы знаете, что если вам нужны продукты, нужны вещи первой необходимости, бытовая химия, одежда, вы можете прийти вот на стадион городской или в любые другие пункты, которые указаны в той брошюрке, которую я внизу прикрепила. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, чтобы вы брали только ту помощь, которая вам нужна. Потому что, вот, например, смотрите, полочка в Росмане после касс обычным полякам предлагается оставить какие-то вещи, которые бы они хотели собрать для беженцев из Украины. Такие полочки есть во многих сейчас польских магазинах. Например, сеть Бедронка, у них на кассе самообслуживания есть такая кнопочка, где ты можешь пожертвовать деньги тоже на помощь украинцам. Бедронка, это, как понимаю, потом на эту сумму просто закупает продукты и отвозит вот в те пункты выдачи, как, например, на стадионе. То есть вы должны понимать, что это обычные поляки, которым я безмерно благодарна, и это неоценимая помощь. Я приятно удивлена, что они так скооперировались и хотят помочь украинцам, но вы должны понимать, что это обычные люди, которые в чем-то отказывают себе, чтобы помочь беженцам из Украины. Поэтому нужно брать только ту помощь, которая вам действительно нужна, и не брать больше, чем вам нужно. И опять же хочу акцентировать внимание на том, чтобы вы вели себя нормально, не воровали яблоки из корзин, которые стоят и которые потом вам все равно раздадут. Это Польша, здесь все всем достанется. Здесь не так, как в Украине, что если есть что-то бесплатное, то оно достанется только кому-то по блату или вы успеете ухватить. Нет, здесь все по-нормальному, это цивилизованная страна, цивилизованный мир, всем все достанется. Поэтому давайте оставаться людьми, давайте быть вежливыми, культурными, сохранять свою репутацию, не позорить репутацию других украинцев, потому что случаи уже бывают разные. Кто-то пренебрегает жильем, которое им дают, кто-то там еще что-то. Прекратите так делать. Так делать неправильно. Помимо помощи с жильем, информацией, поляки нереально помогают. Просто огромная помощь организована. Вот я, например, только смотрела вчера на сайте городском, как они организовывают ночлеги в различных спортивных залах, в различных общежитиях, больницах, в общем, где это возможно. Вот смотрите, это большие помещения с кучей лежаков, там людей кормят, там опять же можно согреться, поспать, передохнуть. Все это организовано краковьянами. Пишите в комментариях, какие вопросы у вас еще остались, что бы вы хотели узнать о том, что делать и как делать в Кракове беженцам или не беженцам. Я все соберу и сниму еще, конечно же, видео. Буду снимать информационные видео, пока в этом будет потребность и запрос. Закончить это видео хочу на положительной ноте. Мемы с Путиным появились. Вот та встреча со стюардессами, где он на самом деле на зеленом фоне сидел, а потом это все подставили. Ну, есть куча доказательств, почему это было снято на хромакее. Он на самом деле ни с кем не встречался. И люди начали подставлять его, когда он говорит, что в России срочников на войне нет, вернее, на выполнение специальной операции. И начали его с этой фразой подставлять под разные ситуации. Например, там как будто бы он сидит в мультике «Футурама». И мем абсолютно полностью вышел из-под контроля. Я нашла ТикТок, где собраны основные мемы на эту тему. Смотрите, улыбайтесь. Надеюсь, хоть это вас немного повеселит, потому что ситуация ужасная. Всех беженцев, всех украинцев. Меня, в частности, волнуют мариупольцы. И не забывайте поставить лайк, написать комментарий, чтобы это видео увидело как можно больше людей, которым оно, возможно, будет полезно. Пока. До следующего видео. Участие только принимает 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 участие только
принимают участие только принимают участие только принимают участие только принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного.